Привет всем! Сегодня мы отправимся во Францию, чтобы посмотреть когда-то прекрасный особняк владельцев текстильной фабрики. К сожалению, несколько месяцев назад его подожгли, и к этому поджогу мы вернемся еще позднее. А сейчас же посмотрим, как, несмотря на воздействие огня, дом смог выстоять и сохранить остатки своей былой роскоши. С самого утра дождь лил как из ведра, но мы были рады такой погоде, лучше всего подходящей для съемки заброшенных мест. Вооружившись непромокаемой одеждой и стараясь не намочить камеры, мы карабкались по поросшему травой склону, на котором среди высоких и покрытых молодой листвой деревьев виднелись остатки особняка. Именно остатки. К сожалению, за несколько месяцев до нашего визита прекрасное здание в результате умышленного поджога было предано огню, наполовину уничтожившему крышу и верхний этаж. Теперь, как сегодня, дождь беспрепятственно проникал в особняк, завершая начатую огнем операцию по его уничтожению. Пол первого этажа покрывала каша из растопленного строительного материала, с каждым шагом наращивающего новый слой к подошве наших ботинок. Мы вошли в первую комнату, окунувшись в царивший в ней хаос. Обугленные предметы и мебель валялись повсюду вперемешку с уцелевшими. Старый проигрыватель, женские туфельки, какая-то одежда, книги. Под лестницей справа стояло обгоревшее кресло. Большая комната слева была наполовину пуста. По углам располагалась кое-какая мебель, а на полу скопилась вода. Сделав пару шагов и почувствовав, как он прогибается под нашим небольшим весом, мы решили дальше не идти. Зато комната посередине нас очень удивила и порадовала. Несмотря на облизанные огнем стены и осыпающийся потолок, в ней сохранилось большое количество предметов, в том числе оставленная на столе посуда, теперь наполненная падающей с верхнего этажа водой. Как же меня замучили с этими наполненными водой стаканами, вы себе не представляете. И предполагая, что и в этот раз в комментариях найдутся умники, я сразу поясню. Это не мы наполнили их водой, алкоголем или чем-то там еще, потому что версии были разные, но тут уж кто во что гораст, как говорится. А сделал это протекающий потолок. Крыши-то почти не осталось у домика. Вот дождевая вода и падает на вытащенную кем-то на стол посуду. Ну вы же понимаете, что вряд ли предыдущие хозяева раскладывали такие композиции. Это сделали уже позднее фотографы, которые вытащили из шкафов разные вещи и разложили для пущего драматизма своих кадров. Падает вода, кстати, тоже неравномерно, потому и уровень ее в посуде тоже разный. Где-то больше, а где-то вообще нет. Вообще, чтобы вы знали, мы лично не очень любим что-то трогать в заброшках. И уж тем более не переставляем вещи. Мы любим прийти и сфотографировать, поснимать все на готовое. Но не все фотографы такие. И иногда из оставленных в домах вещей они выстраивают целые новые композиции. И это не всегда сразу можно определить. Ладно, вернемся к нашему дому. Два торшера разной степени обугленности стояли друг напротив друга по разным сторонам комнаты. У одной из стен широко раскрыл свои двери накренившийся сервант.
кухня. Это кухня. На первом этаже также была и кухня, где еще при жизни особняка иногда в хозяйских запасах орудовали местные бездомные. Еще одна комната по соседству, располагавшаяся за лестницей, оказалась бывшей мастерской, где когда-то шили одежду. К стене прислонился розовый рабочий столик с оставшимися на нем баночками со швейной фурнитурой. Подниматься на второй этаж было довольно рискованно. Если первый пролет, с упавшей на него частично крышей, еще как-то можно было пройти, то второй практически полностью выгорел. Вместо отсутствующих ступеней к нему вела перекинутая железная решетка. Ее верхний конец упирался во вгоревшую ступеньку, довольно жутко прогибавшуюся, когда ты ставил ногу на самодельный мост. Проливавшийся с неба сегодня дождь только добавил ей гибкости. Кое-как удалось подняться, чтобы посмотреть одну из красивейших комнат, бывшую хозяйскую спальню. Стены еще сохранили на себе в некоторых местах ткани голубого цвета, в которые были обиты. Подкопченные картины также держались на них из последних сил. Потолок повис над кроватью, сливая на нее дождевые реки. Совсем скоро, под действием воды и веса мебели, все это отправится на нижний этаж. К сожалению, другие комнаты второго этажа оказались менее доступными. Сквозь дыры в полу и сомнительной устойчивости обгоревшие доски идти не хотелось. Но даже представ перед нами в таком виде, этот дом демонстрировал безупречный вкус своих бывших владельцев, когда-то с любовью обставлявших его красивой мебелью и декорировавших комнаты. Нам удалось даже немного узнать об истории этого дома, точнее об истории фабрики, благодаря которой он и был построен. К сожалению, во время нашего визита мы не обратили на нее внимания и не засняли фабрику вообще, поэтому покажем вам ее на архивных фотографиях. Возможно, когда-нибудь мы снова окажемся в тех местах и снимем продолжение к этому видео, уже с обзором фабрики и более подробным рассказом. Вторая половина XIX века. Время буйного развития текстильной промышленности, в результате которого появилась и фабрика месье Пэй, построившего ее на месте старой мельницы. Два цеха возникли друг напротив друга, разделенные быстрой рекой. Французский городок, где разместилась фабрика, начал расти и процветать вместе с ней. У людей появилась работа и вера в светлое будущее. Месье Пэ построил для своей семьи новый особняк прямо напротив фабрики. Он располагался на холме, предоставляя промышленнику панорамный вид на свое детище. Уже тогда дом начал заполняться образцами тканей, нитями и швейными машинками. После войны 14-18 годов руководство фабрикой перешло в руки вдовы месье Пэ, а в 1930-х годах ее взял в аренду другой успешный предприниматель. Пока, после Второй мировой войны, подросшие внуки хозяйки не изъявили желания вновь заняться семейным бизнесом и с головой погрузились в работу. Два брата сразу же выстроили рядом третий цех, занимавшийся покраской текстиля, сменили оборудование на более современное и закупили больше станков.
Их энтузиазму и энергичности можно было только позавидовать. Они изучали все новейшие технологии, оборудование, сами придумывали дизайн тканей и даже создавали свои собственные коллекции, благодаря которым позднее стали известны по всему миру. Они ежегодно полностью меняли станки на новые модели, а их дома, в частности и этот заброшенный особняк, превратились в склады тканей, швейных машинок, фурнитуры и эскизов, где братья, даже в нерабочее время, трудились над созданием новых моделей. Но, к сожалению, всему приходит конец. Наши славные владельцы старели и уже не могли, как раньше, участвовать в жизни фабрики. Постепенно производство начало сокращаться. Часть его была продана новому владельцу в 90-х, а окончательно фабрика закрыла свои двери в начале 2010-х. Владельцы скончались спустя несколько лет. Их дом, в котором до этого жила дочь одного из братьев, вместе со всеми вещами бывших владельцев и членов их семьи, купила семья иностранцев под свою вторую резиденцию. Но новые хозяева так и не вдохнули в него жизнь. Дом простоял заброшенный и полный воспоминаний, пока недавно в нем не случился пожар. Кто-то специально поджег чердак. Часть крыши второго этажа рухнула, и теперь особняк наполняют обильные дожди, но под толстым слоем сажи еще можно разглядеть остатки былого великолепия. Антикварную мебель и личные вещи, а в спальне до сих пор остались висеть на стене миниатюрные картины. На самом деле в тот период сгорело сразу несколько заброшенных домов, до этого долгие годы стоявших в спокойствии и довольно хорошо сохранившихся. Подозревают, что это сделал один и тот же человек или группа лиц. Вот вам еще один аргумент в пользу того, что местоположение заброшек нужно держать в секрете, потому что заброшенные места – места уязвимые, особенно для людей с психическими отклонениями, типа вандалов и пироманов. Что ж, на этом мы сегодня с вами прервемся. Если однажды у нас получится еще снять расположенную рядом с домом фабрику, мы сделаем продолжение к этому видео. А на сегодня я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось это видео, и обязательно подписывайтесь. Вы – наша мотивация двигаться вперед. До новых встреч в заброшенных местах. Пока!